Всем привет! В этой рубрике я коротко и практически на ходу отвечаю на ваши вопросы или просто делюсь своими мыслями по теме криптовалюты и складываю их в отдельный плейлист. Поехали! Вопрос по стратегии ДЦА. Видео на эту тему можно посмотреть вот по этой ссылке. Покупаешь ли ты независимо от цены? Например, ты решил покупать каждую неделю в определенный день. Влияет ли цена в этот день на решение о покупке или ты покупаешь при любых обстоятельствах? Ответ такой, что покупая независимо от цены, и в идеале даже не стоит смотреть на цену, просто чтобы даже не тратить свое время. Приведу такой пример. Я просыпаюсь рано утром, в 5 утра, потому что бегаю по утрам. Покупаю обычно в четверг, и вот в пятницу я проснулся и понял, что я забыл купить вчера. Я посмотрел на котировки и увидел, что за последние 12 часов весь рынок хорошо приподнялся, где-то процентов на 10-15. Естественно, у меня сразу возникло желание, может быть, чуть-чуть подождать, потому что, естественно, после такого существенного подъема обязательно будет хотя бы небольшая коррекция, и можно будет купить чуть-чуть подешевле. Но я для себя решил, что в данной стратегии очень важно воспитывать самому себе, в себе дисциплину. Поэтому я все равно взял, отложил все дела, сразу сел, сделал свои покупки и только поэтому пошел на пробежку. И здесь идея даже не в том, что купить можно было раньше или позже, а в том, что если я один раз сделаю небольшой отступ от своей дисциплины, то и в будущем можно будет это делать снова и снова, и дальше такие отступления будут лишь сильнее, и тогда стратегия просто вся развалится. Следующий вопрос. Рано или поздно будет коррекция рынка. Мои монеты выросли уже примерно на 25%. Может, есть смысл зафиксировать прибыль? Дело в том, что стратегия ДЦА подразумевает долгосрочные инвестиции, то есть горизонт 5-10 лет. Поэтому даже если ты видишь, что за неделю или за месяц, неважно, у тебя произошел рост, фиксировать прибыль не надо, ты просто продолжаешь покупать. Независимо, цена растет или падает, продолжаешь покупать и держишь. Продажу и фиксирование прибыли можно делать в рамках других стратегий, которые можно делать параллельно. Об этом я расскажу потом отдельно. Напишите в комментариях, нравится ли вам такой формат, и задавайте больше вопросов. Не забудьте поставить лайк и подписаться. Это поможет продвижению этого видео, а мне находить мотивацию для записи новых роликов. Желаю всем благополучия, добра и удачи в инвестициях.